Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья, и мы продолжаем с вами разбираться с трудностями обучения ребенка чтению. Вы начали учить ребенка читать, и тут обнаруживаете, что он путает порядок букв. Вроде буквы он сами выучил хорошо, но он путает написано по или об. Для него это выглядит одинаково. Или он, например, при чтении слов начинает переставлять слоги. То есть корову он может прочитать как окрова, как Варкова, то есть всевозможные варианты перестановки слогов. Если вы только учите ребенка читать перед школой, то моя рекомендация прервать обучение чтению и отдать его лучше заниматься фортепиано и футболом, чтобы скомпенсировать немножко этот дефект. Если вам все-таки необходимо учить его, то опять-таки начинаем с цельных слов. Вначале фотографируем слова целиком, используя слово плюс картинку. Затем переходим на узнавание слов чисто словами. Теперь нам зато легко перейти к буквам, от слова к букве. Например, диван начинается с «д», и он диван. Можно из этого же слова вытащить «ва». Да? Диван – это где «ва». То есть мы идем от сочетания букв, от слова. Слово сначала запомнить целиком, потом выделяем в нем буквы. Обычно логопеды в этих случаях предлагают заниматься по корректурным пробам, когда ребенку предлагаются такие таблички, и нужно вычеркивать определенные буквы. Либо по размеру, либо одну зачеркнуть, другую подчеркнуть. Упражнения по этому типу. По моему опыту, такие упражнения с таким дефектом работают очень слабо. Лучше, конечно, начинать с цельных слов, из цельных слов выбирать сочетание букв и дальше на других карточках искать, опять же, таки эти сочетания букв. Следующее, к чему вы переходите к чтению пирамидками. То есть мы читаем сначала одну букву, потом две буквы, потом три буквы, потом четыре. То есть прибавляем каждый раз одну букву. Ребенок видит, какая буква прибавляется, поэтому у него нет никакой потребности читать наоборот. Обычно дефект перестановки букв и слогов возникает тогда, когда мы учим ребенка читать по таким методикам, как Жукова и другим, где дается с самого начала чтение как с гласной буквы, так и с согласной. То есть ребенку дают и ап, и по на одной страничке одновременно. Моя рекомендация, с какой бы методикой вы ни начали учиться читать, читайте только с согласных букв. А когда ребенок уже читает бегло с согласных букв, тогда вы можете перейти к чтению с гласных. Тогда у ребенка не возникнет этой трудности и путаницы в голове, как читать. Вторая вещь. Логопеды, когда обнаруживают такой дефект чтения ребенка, когда он переставляет буквы и слоги, определение на слух количества букв и количество слогов и количество звуков. Ребенку произносится слово и просится посчитать, сколько в нем букв, сколько в нем звуков. Я категорически против этого упражнения. Оно для ребенка с дислексией вносит просто настоящую путаницу. Дело в том, что у нас очень много иотированных звуков, и ребенок раскладывает сразу на два звука и вообще путается, какие же буквы там будут в результате. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок вам называл слова по буквам и запоминал буквы в словах, то правильно это делать так, что сначала мы выучиваем слова, а потом закрываем, например, marbles, буковки, и вспоминаем, какая буква была под каким marbles. И называем буквы только с опорой на зрительный образ. То есть мы должны делать все и со слуха, и с зрительного одновременно. Тогда ребенок с этим разберется. Еще одним распространенным дефектом является недоразвитие фонематического слуха. Как это можно вообще заметить у вашего ребенка? Когда ребенок, вы называете ему какое-то слово, а он его очень смешно коверкает. Я как-то ехала в метро, и ребенок каждую станцию метро называл очень созвучно, очень смешно, но не так, как называл его диктор. То есть это такой показатель того, что ребенок на самом деле с дефицитом фонематического слуха. Еще одним дефектом является то, что ребенок очень своеобразно ставит ударения. Как в первом и втором случае, недоразвитие фонематического слуха и неправильность постановки ударений лучше всего помогает пение. И петь лучше всего с большим детским хором, потому что большой детский хор попадает в ноты и идеально интонирует
песню. Там, вспомните, как он поет «Вместе весело шагать». Да? Он каждый раз делает ударение на ударном слоге. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Если ребенок плохо выучивает тексты как песен, так и стихов, такие дети обычно пересказывают стихи, а не читают их точно по тексту. Что делаем в этом случае? В этом случае я предлагаю тоже брать именно изначально текст песен и рисовать их методом пиктограмм. Когда ребенок отрисует всю песню картиночками, мы потом с помощью этих картиночек, смотря на картиночки, воспроизводим текст песни, а потом его вместе пропеваем. То есть такой способ позволяет ребенку выучить стихотворение и через музыкальную память, и через картинки, и создать такой единый образ, и ему будет легче запомнить. Обычно, если ребенку трудно учить стихотворение, то вообще ему трудно пересказывать что-либо, потому что он забывает целые куски информации. Поэтому для подготовки пересказа, рассказа тоже можно использовать метод картиночек. Только картиночки делаем, но не на каждое слово, а, например, на целое предложение. Здесь в ролике как раз вставлены образцы таких упражнений. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Именно комментарии помогают нам подобрать лучший материал для того, чтобы рассказать его вам. До свидания, до новых встреч!